Привет, ты на канале Фыр-Кефир, меня зовут Лиза, и здесь мы играем в разные старые и новые игры, поэтому подписывайся, бери чаечек, кофеечек и погнали. Ну что, у нас новая игра. У нас, по сути, как я понимаю, это красный зайчик, тварюк. Не считая Мисайд и не считая The Insanity, это будет первая игра с зимней, новогодней, точнее, распродажи в Стиме. Поэтому погнали. Визуальная новелла. Хоррор. Интерленд Муд. Вся игра задумана авторами как очень и очень красная. Настройте комфортно для себя насыщенность красного, ориентируясь на изображение выше. Или оставьте настройки по умолчанию, чтобы полностью погрузиться в атмосферу. Можно черно-белое сделать. Ну, блин. Ну, вообще, очень агрессивный красный цвет. Ладно, пусть будет как надо. Очень красный. Вы начали игру на максимальной насыщенности красного. Бабушка Рита. Там, где тишина царит, в отличие от городов шумных. Во мраке, что свет поглощает, да среди лесов густых, близ деревни скрывается тайна. Ага. О существе, что живет во тьме лесной, людям принято шепотом рассказывать. Это история о тварюке, могущественном лешем. Мало кто лицом к лицу встречался с ним. Но всякий, кто в чащу ступает, чувствует его присутствие в каждом листике дрожащем, в каждом скрипе деревьев. Ужасно. Слог ужасный. Звери по норам прячутся, птицы замолкают, а деревья склоняются пред хозяином леса, услыхав движение корней его древних. Ну, мне кажется, понятно, да, чем чуваки вдохновлялись. У всякого кровь в жилах стынет в присутствии его. Она как Йода разговаривает. Боялись его все пуще твари любой. Вот он справа появился, да? Вот это вот силуэт. Отсюда и прозвище Тварюк. Бывает, по лесу бродишь и слышишь то скрип, то плач. А это души неспокойные до сих пор среди дубов летают, да покоя ищут за проступок перед лешим. Веками жители деревни передавали легенды о Тварюке друг другу. Тварюке или как? О том, как он с ума сводил путников, что так и остались где-то в лесу, да о деяниях его страшных. Каждый, кто проявил неуважение к царству его, всегда сталкивался с расправой свирепой, да кормить оставался червей среди деревьев древних. Ой, ты чё? Прикольно. Это у него третий глаз или что? Бойся, дитя Тварюка! А коль встретишь его, беги без оглядки. Лёшка, а он чё, так в наших лесах и бродит? Вот и слушай. Кровавые времена войны отечественной, дела у деревни нашей совсем скудные настали. Разбойники набегать начали, издеваться над жителями. Мужиков крепких, что отпор дать могли хулиганам, на фронт увезли. Одни мальцы да юнцы остались с девками, некому было деревню отстоять, вот твари эти и стали дебоширить. Последнюю посуду забирали, до ниточки обобрали деревню нашу. И вот только один храбрый мальчонка помочь решил деревне. Отправился он в глубины леса на поиски Тварюка. Деревня наша ведь тоже в его владениях, значит, защищать должен, если попросить как следует. Все готов был сделать, лишь бы из деревни чужаков проклятых прогнать. К худу или к добру, неясно, но нашел парнишка лешего. Исход их встречи никто так и не знает. Некоторые говорят, что Тварюк принял мальчишку под свою защиту, превратив его в волка дикого. Да в облике новом храбрец загрыз всех мародеров. Но другие утверждают, что Тварюк погубил беднягу, дабы никто его одиночество не нарушал.
Неважно, кто и как думает. Важно то, что ни парнишку, ни разбойников никто никогда больше и не видел. Глава первая. Это нам легенду, да, рассказали? Прикольно. Ну, нормально, нормально. В детстве бабушка рассказывала много историй. Те, что были о лесной нечисти и местном фольклоре, были моими любимыми. Я всегда с теплотой буду вспоминать ее сказки. Больше всего я любил рассказы о злом лешем тварюке, который, по легендам, обитал в окрестностях здешнего леса. Дед часто в шутку пугал меня, что тварюк придет ночью и в лес утащит, коль огород копать не буду и буду вести себя плохо. Жуткое, но на самом деле прекрасное и беззаботное детство в деревне. Я скучаю по этому. После смерти бабушки мне достался ее дом. Временами стыдно, что я не занимался им. Один раз съездил для оформления документов, а потом как-то не нашел времени. Хотел бы продать, но кому нужна старая ветхая лачуга в глуши? Кто бы мог подумать, что сейчас этот дом пригодился мне как никогда кстати. Не секрет, что, влезая в криминальные схемы, можно нажить нехилые проблемы. Не думал, что в этот раз это коснется меня. Остается надеяться, что Фомин со своими братками не найдут меня здесь. Это что такое? В Зайчике же тоже батя, там какой-то бандюган у нас спрятался в деревне от бандитов со своей семьей. Проебать пакет с фасованной наркотой весом в пару килограмм? Охуенно. Я поехал забирать товар за городом, все было спокойно и ровно. Приехал на точку, откопал, что было нужно, поехал обратно тем же маршрутом. На обратном пути меня подрезала машина, это явно не сулило ничего хорошего. Не успел ничего понять, увидел, как из черной тачки с тонированными окнами уже выходят 3 шкафа. Конечно же, под дулом пистолета любой без каких-либо пререканий отдаст пакет с наркотой. Мне моя шкура явно дороже. Это в курсе, как будто какая-то предыстория. Готов поклясться, что это была подстава от Фомина. Так или иначе, встрял я конкретно. Для меня не секрет, как поступают с курьерами в подобных ситуациях. Идти в полицию? А смысл? Что им скажешь? Что у тебя украли наркоту? Отлично. Не жизнь, а сказка. Остается надеяться, что никто не знает, где я. Большинство вещей скинул в городе. Хвоста вроде не было. Нужно залечь на дно. Ехать до деревни было довольно долго. Может быть, удастся еще немного вздремнуть в дороге. Это наш герой, да? Странно. Милости просим в нашу деревню. Мы прибыли в деревню. Вы прибыли. Ачивка. Странно было возвращаться сюда спустя столько лет. Словно все эти годы я избегал этого места. За время моего отсутствия деревня стала совсем заброшенной. В детстве она выглядела ярче, и людей было больше. Сейчас же здесь почти никого не осталось. Может, с десяток стариков, доживающих свой век, и я, сбежавший от проблем. Я быстро нашел дорогу. В детстве мы часто бегали с соседским парнишей на перегонки от бабушкиного дома до остановки. Похоже, этот путь навсегда остался в моей памяти. Дом выглядел старым, но держался крепко, несмотря на годы одиночества. Крыша слегка просела, но выглядела надежной. Краска облупилась, обнажив потемневшее от времени дерево. Да, этому дому нужен долгий и дорогой ремонт. Боюсь, дороже его самого. Опа-на! Осмотреться, войти. А сохранить можно на этом этапе? Можно. Давай сохраним. Хочу перед развилками сохранять, чтобы, если что, возвращаться. Достижения. Опа, тут достижения есть, смотри. Вы разблокировали 2 из 30. Рася, секретные достижения куча. Ладно, пошли. Что еще есть? А, ничего нет. Осмотреться. Немного обогнув участок, я вышел на задний двор. На перекосившейся конструкции, что когда-то являлось основанием пугала, неподвижно сидел ворон. Он застыл, словно каменная горгулья, и даже не дрогнул при моем появлении.
С легкой тоской я отметила, что птица, монотонно хлопающая глазами, была единственной живой душой, которая встретилась мне после выхода из автобуса. На всем участке была сплошная степь, размытая грязью после недавнего дождя. «Полный отстой», — подумал я, увидев это. «А музыка крутая, прикольно». Раньше тут был большой огород, за которым со стариковским упорством ухаживали бабушка с дедом. Всюду росли пахучая мята с мелиссой, из которых дед заваривал ароматный чай. Глядя на остатки былого величия огорода моих стариков, я понимал, он умер тогда, когда умерли его хозяева. «Смотри, там нож в пне!» Я перевела взгляд на старый пень, который, как мне помнилось, дед использовал для рубки дров. Присмотревшись, я заметила, что из него что-то торчит, и подошел ближе. Подойти. И взять топор, конечно. Ой, не топор, нож. В пень был воткнут старый ржавый нож. Я присел на корточки и внимательно осмотрел его. Пара трещин на потемневшей от времени рукояти и местами заметно затупившееся лезвие. Может ли он мне понадобиться в этой глуши? Конечно, у нас же хоррор. Уйти взять? Да взять, конечно. Давай сохранимся тоже. Сохраниться. Я просто начала сам работать над своей визуальной новеллой. Начала изучать RenPy, движок, на котором все новеллы пишут. Ну, некоторые, по крайней мере, большинство, я думаю. И вот это вот переключатель, что вот мы сейчас возьмем нож, и от этого какое-то действие впоследствии, возможно, будет затронуто. Берем нож 100%. Острая находка, вы достали нож из пня за домом. Я вытащил нож из размокшей древесины и взвесил его в руке. Он был легче, чем казался на первый взгляд. Может пригодиться. Да, лучше оставить его при себе. Да, конечно, кто-нибудь поранится, какой-нибудь зайчик побежит, запрыгнет на пень и поранится об этот тупой нож. Ничего интересного вокруг дома я больше не нашел. Кругом только грязь, доски да сухие заросли. Торчать на улице дальше мне не хотелось. Дверь поддалась моим усилиям и издала громкий скрип. Ввалившийся воздух встревожил пыль, заставляя ее кружить по всему помещению. Все выглядело так, будто время застыло с того момента, когда я в последний раз был здесь. Опа-на, можно посмотреть. Старый телек, фотография. Давай на фотку. На стене в узористой деревянной рамке висела фотография бабушки Риты. Ее лицо на фото, сделанное еще на фотокор, было спокойным, но с легким отпечатком усталости. В этом снимке не было ничего особенного, кроме тихой грусти, следующей за ушедшими днями. Так, печка. На плите, покрытой толстым слоем сальной пыли, стоял старинный чайник с потертостями на корпусе. В нем дедушка заваривал для нас с бабушкой ароматный утренний чай из бережно выращенных и собранных на огороде трав, мяты, мелисы и душицы. Помню, как в одной из таких чаепитий бабушка пекла в духовке что-то вкусное и попутно рассказывала мне, как отец с дедом потратил целый день, чтобы привезти эту плиту из соседнего города. Это было сразу же после того, как бабушка нажаловалась деду, что у нее треснула каменная печь. Тогда в деревню как раз проводили газ, и плита для нее стала новым чудом техники, как она любила говорить. Старый телевизор. На полке стоял старый телек с большой трещиной на экране, насколько я помню, нерабочий. Отец по неосторожности разбил его, когда перебирал вещи в доме после смерти бабушки. Еще в годах так 2000-х мать с отцом купили его старикам, потратив какую-то часть своих накоплений. Помню, мы все вместе сидели перед ним и слышали дедушкино ругательство, пока он настраивал антенный кабель, чтобы поймать сигнал. Теперь телевизор был простым мрачным свидетелем былых радостей, молчаливым и покрытым пылью. Я осмотрел открывшееся глазам помещение, ощущая, как в дом перестал быть мне таким же родным, как раньше. Это больше не тот самый уютный летний лагерь, где я проводил время с большим удовольствием. Облезшие стены, пыль повсюду, сольное покрывало на кровати времен перестройки, запах плесени. Сальное. За электричество и газ успел заплатить в городе. Еды на вечер хватит, а завтра можно сходить в сельский магазин. В конце концов, внутри дома было все, чтобы залечь на дно на какое-то время. 20:30, 5 июля. 20:31. 4 пропущенных от Фомина и еще 2 пропущенных от Фомина Москва. На часах было 20:31. Связи 2 палки. 5 июля. Разумеется, пара пропущенных от моих друзей.
Может, лучше выключить телефон на всякий случай? Хотя, думаю, Фомин не додумается выследить меня по мобиле. Кровать, которая чудом уцелела за это время, скрипнула. Старые пружины чувствовались под плотной тканью. «Полный отстой», — подумал я. В моих детских воспоминаниях дом действительно выглядел лучше. Он был живым. Сложно представить, как мои старики прожили здесь всю свою сознательную жизнь. Думаю, они были бы счастливы везде друг с другом. Мать рассказывала, что когда умер дед, бабушке стало совсем плохо. Здоровье сразу пошло под откос, и она долго отказывалась ехать в больницу в город, как бы мать на этом ни настаивала. После смерти деда не прошло и года, как бабушки не стало. Надеюсь, им сейчас хорошо вместе. Надо прекращать думать о грустном, и так тошно. Хватит портить себе и без того паршивое настроение. Чаю попить, что ли? Зажечь. Огонь вспыхнул, видимо, газ уже дали. Черт, все как в тумане. Мысли об уродах, от которых я вынужден тут прятаться, никак не покидали голову. Сколько я смогу сидеть в этой конуре, как мышь? Месяц? Год? А если они найдут меня, то что тогда? Понятно, что они не станут меня слушать. Сначала пальцы сломают, потом с моста выкинут в реку. Может, они все-таки дадут шанс как-то отработать, и тогда придется бесплатно пахать на них кучу времени. Легкие деньги обернулись проблемами, которые не знаешь, как разгребать. Вот так всегда, так всегда. Не бывает легких денег. В бесконечных попытках придумать, как возместить ущерб, успеха я не добился. Мои сбережения составляли около 90 штук, которые я успел заработать на досуге. Этого, конечно, не хватит, чтобы откупиться или купить товары на замену, да и связи у меня таких нет. Координаты пакетов, которые надо было разносить, выдавались анонимно. Единственный, кого я знаю, это Фомин Паша, рекрутер в моем бизнесе и по совместительству двухметровый боксер-вышибала. Сейчас я жалею, что забросил свою попытку стать успешным в сфере ремонта техники, но на таком деле приходилось сводить концы с концами. Я начал погружаться в сон. В голове одна за другой возникали картины из детства. Детские крики, яркие лучи солнца, счастье и никакой ответственности. Самым большим страхом тогда было, что бабушка отругает, если не вернусь домой до темноты. Если б я только мог остаться в этом мгновении, я бы никогда не оказался в той ситуации, в которой нахожусь сейчас. К сожалению, часы не обмануть, а жизнь идет дальше. Мне снилось футбольное поле, которое было настоящим достоянием нашей деревни. Добротные ворота, да еще и сеткой, все как у настоящих футболистов. Мы мальчишками днями напролет могли гонять мяч по этому полю. Дружит смех, жвачка, свежий воздух. А вечером дома ждет бабушка, теплый чай и самая вкусная еда в мире, приготовленная с любовью. Во сне, как наяву, возникало воспоминание. Когда вечером в середине лета я решил пойти до дома бабушки через лес. Местные пацаны говорили, что можно было ощутимо сократить путь, если идти прямо через него и не сворачивать. Я тогда как раз задержался из-за изрядно затянувшейся игры в мяч и уже опаздывал домой на ужин. Окружающий нашу деревню лес был очень густым и непроглядным. Он шумел множеством голосов природы, словно пытаясь заглушить звуки деревенской суеты. Бабушка с дедушкой никогда не разрешали мне по нему гулять, припугивая тем, что заблужусь и меня волк утащит. Я двигался прямо, уверенный в том, что иду в правильном направлении. Солнце проникало сквозь густые ветви, создавая игру света и тени на земле. Лесные звуки становились все более жуткими. Начало казаться, что кто-то наблюдает за мной. Чаще сгущалась вокруг меня, и я начал понимать, что иду уже слишком долго, хотя ребята говорили, что идти совсем немного. Блуждая по тропинкам леса и просто маяча между деревьями, я окончательно потерял нужную мне дорогу. Я заблудился, неужели я умру в лесу? Чуть не плача, подумал я. Да ты чего такое надел? Откуда ж я знаю? Влево, прямо, вправо. Я всегда в играх иду налево. Давай сохранимся. Сохранить. Шли налево. Налево. Влево. Влево. Так, окей, пошли прямо.
Право. Прямо. Право. Да хер его знает. Пошли прямо. 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 Я выйду отсюда сегодня? Прямо. Прямо. И чё? Густая роща тянулась бесконечно. Под ногами раздавался шорох сухой листвы, а воздух был наполнен лесными ароматами. Я сделал глубокий вдох в надежде уловить запах сосновых иголок и свежего мха. Но вонь, возникшая словно из ниоткуда, резко ударила в нос, вызывая тошноту. Гниль? Я сморщился и задержал дыхание, вглядываясь в чащу. Ой, да ты чё? Я же знала, что так будет. Вдруг из леса выскочила темная и страшная скрюченная фигура. Чудище, окутанное корнями, словно броней, материализовалось среди деревьев и уставилось прямо на меня. То есть он нам хочет сказать, что он видел этого тварюка в детстве. Как будто это не мифы и легенды Древней Греции, да? Мое сердце выпрыгивало из груди, а изо рта вырвался протяжный крик. Сам того не понимая, я рванул, что есть сил. Я перепрыгивал препятствия, резался о кусты, лишь бы не останавливаться. Легкие готовы были взорваться, но я продолжал бежать. Чайник вскипает, сейчас проснется. Бежать без оглядки. Выключить. Да уж. Первую реакцию на сновидение я произнес вслух. Ну и хрень. Я уже и позабыл про тот случай. Тогда весь в слезах и сцарапанный я прибежал домой с криками: «Бабушка, я тварюка в лесу видел!» После моей истерики мать сильно поругалась с ней, мол, из-за ее страшилок сын с ума сходит. Кажется, именно после этого случая мне начали так часто сниться кошмары. Так что, пожалуй, мать была права. Без криповых сказок бабушки я был бы менее дерганым. Я давно убедил себя, что тогда из-за разыгравшегося воображения принял корягу за чудище. Не знаю в итоге, что я тогда увидел, но в воспоминаниях того дня всегда была одна картина. Леший, точь-в-точь такой, каким его описывала в своих сказках бабушка, стоял посреди леса и таращился на меня своими красными глазами. Мои размышления прервал резкий стук в дверь, будто кто-то кинул в него камнем. А что так страшно? Зачем? Они же не могли меня выследить. Нет, Фомин не должен вообще знать про это место. Если только вычислит по телефону. Нет, уже паранойя, не хочу оставаться совсем без связи. Надо проверить, что там. Посмотреть. За окном ничего не оказалось, двор как двор, только убитый. Если жизнь наладится, то я обязательно наведу здесь порядок. Моя бабушка с дедом и вправду любили это место. Надо отдать дань уважения ушедшим из жизни родственникам. Ой, ты чё? Блять. Он телефон кинул в окно. Ты куда летишь, сука дурная? Совсем спятила, пусть пугать так шизануто. Так с нервного срыва можно к бабке отправиться на тот свет. Что в городе, что тут психушка. Это типа птица билась к нам в дом. Нужно расслабиться, налить себе чай и пожрать. Я расчистил стол и принялся к приготовлению своего первого за долгое время ужина в деревне. У меня тоже кто-то стучится где-то. Достал из рюкзака баранки с парой конфет, которые в спешке прихватил в ларьке на вокзале. Заварил себе зеленый чай с мятой. Забавно, все выглядело прям как в детстве. Все-таки хорошее было время, хотя и неделю назад тоже было не так плохо. Отогнав хмурые мысли, я отпил из кружки, представляя, что в ней тот самый чай, который мне в детстве заваривал дедушка. Но, увы, вкус был совсем не тем. Стало немного легче. Но я не мог спокойно уснуть, не удостоверившись, что ночью ко мне в окно не залетит очередная птица. На улице уже стемнело. Я огляделся вокруг в попытках отыскать рядом ту самую ворону, но никого нигде не увидел. Все тот же неухоженный двор и густой лес с мрачно покачивающимися в своей тени деревьями. После тяжелого дня и согревающего напитка захотелось спать.
Сегодня мне действительно не помешало бы отдохнуть полноценно, но перед сном в голову, как всегда, лезли тревожные мысли. Гроб с моим телом медленно опускается в яму. Каждый стук земли о крышку звучит, как последний удар сердца. Меня больше нет, только холод и тишина. Мое тело растворится в этой земле, сгниет и станет пищей для червей. Мама будет стоять у могилы с опухшими от слез глазами, ей не верится, что ее единственный сын теперь в этой деревянной коробке. Будет ли она думать, что это какая-то ошибка, что я вот-вот встану и обниму ее? Что я оставлю после себя? Все, что казалось важным, превратится в труху и сгниет вместе со мной. Меня забудут. Все, что я сделал, хорошее и плохое, все это поглотит земля. У нас митинг за окном. Я забыла об этом. Поэтому, возможно, будет что-то слышно. Глубокой ночью что-то внезапно вырвало меня из объятий сна. Муха летает. Ночная деревенская тишина была сквернена монотонным нервирующим жужжанием. Так, я все закрыла, все двери и окна, но ничего не изменилось. Ночная деревенская тишина была сквернена монотонным нервирующим жужжанием. Упрямая муха, словно выбрав меня своей ночной жертвой, безжалостно нарушала спокойствие. Не прекращая попытки забраться в дом, она будто испытывала мое терпение. Посмотреть. Я поднялся с кровати и посмотрел в окно, за которым простирались силуэты темного леса, поглощенные ночью. Назойливая муха беспрестанно ползала по стеклу. Я стоял и следил за насекомым, чувствуя, как тревога без особой причины начинает окутывать мое сознание. Постучать. Ой, ой, ёшкин ты, Матрешкин, к нам леший пришел. С мухами. Сельчанин, вы прошли первую главу, глава 2. Котик, прикольно. Я думаю, мы на этом как раз закончим. Интересно, сколько глав. Спасибо за просмотр. Вообще интересно, неплохо, хочу так сказать. Увидимся уже в следующий раз. Спасибо за просмотр. Пиши лайк, ставь коммент и все, пока-пока.